Добрый день, друзья! Сегодня опять рассказ о орхидеях-реанимашках, которые я получила от своей подписчицы. Я их вам показывала приблизительно, даже не приблизительно, а точно, первый раз 18 сентября. Их было 5 штук, но за это время я вам успела их показать 2 раза, и их стало 3. Сейчас расскажу немножко подробнее историю, и мы с вами 2 орхидеи из них посадим. Но хочу сначала выразить огромное спасибо своим спонсорам, которые поддерживают мой канал. Если кто-то еще хочет присоединиться к спонсорству, рядом с кнопочкой «Подписаться» есть кнопочка «Спонсировать». Буду вам очень благодарна. Ну а теперь об орхидейках. Ну, как всегда, без помощника не обойтись. Я его вот не зову его, он сам приходит, такой уж он у нас активный кот. Ну, очень хорошо, что ушел. Я вам показывала, было 5 сначала реанимашек, но одна была из 2 листиков, она сразу, буквально через 2 дня, она просто распалась. Ссылочки оставлю, подсказочки оставлю, как всегда. Вы знаете, что это подсказки, которые идут в правом верхнем углу экрана, это мои подсказки. То есть я вам оставляю подсказки на вот эти 2 видео, в которых я уже показывала эти орхидеи. Больше упоминать этого не буду. Если здесь есть подсказка, значит, это мои подсказочки. Вторая из них была бабочка очень красивая, у нее было много корней, но корни, я сразу говорила, что эти корни все пропадут, и у нее была стволовая гниль. Спасти ее тоже не удалось. И у нас осталось 3 орхидейки. Каменная роза, каода и леодора. Прошло всего 1,5 месяца. Давайте смотреть, что нам нарастила каменная роза. Просто кручу орхидейку в горшочке и показываю вам, какие корешочки у нее наросли. Давайте еще вот так покажем. Ну, сейчас я ее все равно буду вытаскивать, увидим, какое большое количество корней. Вы знаете, много вопросов очень задаете. А опрыскиваю ли я их чем-то, какими-то витаминами, какими-то удобрениями? В общем, что я с ними делаю? Давайте сразу скажу. Вот эти 2 орхидейки, вот они, я обрабатывала Максимом. И вот здесь основание намазано Максимом. Вон там видно. Давайте все равно ее вытаскивать. Давайте покажу. Вот эти 2 орхидейки были намазаны Максимом. Обработаны корни и основания намазаны Максимом. Больше я с ними за все это время ничего не делала. И вот 1,5 месяца, как я их поставила в горшки, вот в эти, я только опрыскиваю и доливаю воду. Давайте буду отвечать, буду рассказывать, это практически будут ответы на ваши вопросы. И еще, вот эту орхидею я даже не обрабатывала ничем, потому что моя подписчица ее обработала. Я ее вообще ничего с ней не делала. Я просто налила воду. Видите, в горшке вниз выемка. Вот для реанимашек таких я наливаю воду, если реанимашка не стоит на этом выступе, а вы видите, что она чуть выше этого выступа. Я воду наливаю по этот выступ. Вода, конечно, испаряется, начинают прорастать корешки, начинают пить эту водичку. Я еще с утра там раз, 2, 3 дня побрызгиваю корешочки. Но не каждый день там бегу наливать этот точно уровень. Ну, стало меньше водички, я налила. Ни разу не вытащила орхидею, не промыла горшок, поэтому водоросли вы все равно здесь видите. Зелень здесь есть. Гнилые там корни или не гнилые я не знаю, я их не промывала и не вытаскивала ни разу. Ничем не удобряю, потому что, когда вы обработали орхидею фунгицидом, а Максим у нас как раз является фунгицидом, во-первых, здесь уже хозяйка обрабатывала, а здесь я обрабатывала. Во-первых, если вы все правильно сделали, как положено в инструкции Максима,
как это действительно нужно сделать, и просушили после обработки Максима корни, у корней получается защитная пленочка. Поэтому я ничего больше не делаю. И вот эта защитная пленочка держится месяца 3. И после фунгицидов желательно не удобрять орхидею 3-4 месяца. Поэтому я не применяю никаких удобрений на этих орхидей. Ни удобрений, ни стимуляторов, ничего. У меня только чистая вода, отстойная, вернее не отстойная, а у меня вода из фильтра обратного осмоса. Если кто-то отстаивает воду, кипятит воду, все правильно. Нельзя вот просто из-под крана налить хлорированную воду или из скважины нельзя воду налить, если вы не знаете в ней состав. Значит, тогда у нас вода кипяченая. И сейчас принесу подносик и покажу вам, выну эти все, вот по крайней мере эти 2 орхидеи, и покажу, какие корни. Но еще хочу сказать, что орхидеи бывают разные. Видите, у этих сколько корней получилось? Много. Хорошо начали расти. Вот это активные орхидейки. Хотя, когда мы вот эту получили, у нее такие были ушки, прямо совсем были никудышние ушки. Сейчас эти ушки стали, листики, конечно, стали более твердыми. Она нарастила вот такой большой один листик. Но все равно они остались висячими. Я не считаю нужным вот так заворачивать эти уши, там как-то их прикреплять, чтобы они стали. Эти листики все равно сами по себе уйдут. Это у нас сейчас вот это наращивание корней, это практически омолаживание орхидеи. Поэтому, когда мы ее посадим, она очень быстро, вот эти листики, зажелтит, и они просто отпадут от нее, и она начнет растить новые листья. Эти ей уже понадобятся только для восстановления. Поэтому я никогда не стараюсь их там поднять, привязать, прибинтовать. А вот эта орхидейка, значит, она у меня выпустила вот этот один листик, и если сейчас заметите, начал расти следующий лист. Вот такой там маленький. И с этими корешками мы сейчас посадим с вами 2 этих орхидейки. А вот леодорка, она более капризная. Но, во-первых, у нее нет ни одного корешка, у нее остались только тяжи. Но нет, у нее нет корешка, не было, когда мне ее принесли. У нее только вот такие тяжики. Я ее тоже не достаю, ничего не делаю. Но с леодорой я поступаю не так. Я очень-очень редко, не доставая леодора из горшочка, я поднимаю листики, вот видите, они пробрызганы, и иногда вот так пробрызгиваю листики. Но опять же, я не достаю леодорку, ну и попадаю там на шею. У меня очень тепло в квартире. Очень тепло, поэтому я не протираю потом ничего там. То есть я потом не лезу, не протираю там пазухи. Но если у вас в квартире прохладно и есть вот такие вот реанимашки, то опять, не доставая ее, вы можете вот так открыть и протереть салфеточкой там пазухи. Но нужно это сделать минут через 15. Никаких ватных дисков я никогда не кладу. И делаю это раз дней в 5. И это тоже чистая вода. Здесь ничего нет. Что я еще сделала с леодора? Да больше ничего. Посмотрите, у нее появился от шеи уже здесь. Сейчас, если... Ну, давайте я вам все-таки не доставала ни разу, но вытащим. Давайте вот так вытащим. Вот корешок появился. Да, она более долго думает. Здесь есть корешок. Здесь наметились маленькие корешки. Но леодорка, вот у меня леодорка домашняя, я вам показывала ее, она у меня и цвела. Они у меня более капризные. Вполне возможно, что это капризулька. Видите, она начала корни расти только через 1,5 месяца. И когда вы мне говорите, да я Максимом обработала, да я все сделала, а у меня корни не растут. И вот тут начинаются вопросы. А сколько у вас орхидея стоит в водичке? 2 недели.
Вот смотрите, 1,5 месяца и всего 2 маленьких корешка. Орхидеи бывают разные. Бывают очень такие, скажем так, как и люди. Бывают активные. Прямо вот бах и сразу. Вот, помните, каменную розу показывала? 2 недели прошло, у нее появились корни. У каоды появились корни где-то через 3 недели. А леодорка у нас, будем считать, она у нас пассивная такая орхидея, тугодумка, долгодумающая. Ей понадобилось для того, чтобы начать растить корни, 1,5 месяца. Поэтому все орхидеи разные. Но и опять же, у нее тоже появился листик. Но это сейчас все она делает за счет своих листьев. Они, правда, не пожелтели опять. Они не набрали тургор. Они так и остались все в гармошечку. Вот видите, прямо такие вот. Все-все-все так и остались. Но у нее появился прогресс. Она начала растить корешки. Так что эту леодорку мы оставляем в таком же точно состоянии. Будем дальше наращивать корешки ей. А этих 2 мы сегодня с вами посадим. Давайте посмотрим как раз таки, что у нас здесь с корнями. И с той, и с другой я их вынимаю из горшочков, где они у нас росли. При посадке я вот эти тяжи всегда все обрезаю. Тяжи уже будут не нужны. Я все тяжи, которые мы оставляли, я отрезаю. Так, смотрим. Вот этот корешок тоже стал ненужный уже орхидейки. Давайте с другой стороны, чтобы вам видно было. Вот он, пустой, ненужный. Вот этот корень плотный. Здесь остался тяж. Этот я оставлю. Вот молодые корешки, растущие. У нее очень много здесь появилось новых корней, вот из-под листиков. Вот еще начали пробиваться корешки. Так что сажаем. Здесь ничего больше срезать не будем. Кочерышку не отрезаем, потому что вот здесь корень есть. Но вот это все сухое мы отрезаем. Так, одну приготовили. Это бывший цветонос. Так, все убрали, приготовили. Теперь смотрим на каменную... Это была каода. Теперь смотрим на каменную розу. Вот он хоть корень. И так, вот здесь убираем кусочек. А здесь хороший веломен. И вот здесь вполне возможно, что корни раскуклятся. Пока оставляем. Вы знаете, здесь ничего я обрезать не буду. Много новых корней. Растут корни уже от шеи. Смотрите, какая прелесть. Иногда у меня спрашивают. Корень дорос до стенки горшка и начал закукливаться. Ну, примерно как вот этот. Бывает, что корень уперся в стеночку горшка и может, например, повернуться и расти по стенке горшка. А бывает, уперся и все, и дальше не растет. Но когда вот такие корни уже есть, вот здесь, наверное, сантиметров 6-7, здесь поменьше, но они уже начали очень хорошо расти. Вот с такими корешочками нужно уже сажать орхидею. Не надо ее дольше держать в воде и ждать, например, когда наступит какая-то там луна, когда вообще звезды сойдутся на небе. Вот в этом случае вы в любой день пересадите, и орхидейка у вас будет прекрасно расти. Но будет прекрасно расти, если вы ее не зальете. Давайте сажать. Я приготовила 2 горшочка двойных Левенгрин. Это 1,4 литра. Давайте с одной начнем. Сажать я буду, как всегда. Впрочем, как всегда, у хозяйки спросила, можно ли я посажу в керамзит. Можно, получила все разрешения. Сажать буду вот так. Чуть ниже
горшочка, потому что корней, ну, с одной стороны много, конечно, а с другой стороны вот эти листики начнут желтеть, и тогда просто нужно будет, когда они совсем отсохнут, тогда можно будет просто выше подсыпать керамзит. Пока не буду убирать, ну раз хозяйка оставила цветонос, я тоже не буду убирать этот цветонос. Вот здесь есть две хорошеньких почки. Вот одна и вторая. Ой, сейчас не видно здесь. Вот такая. Вполне возможно, что что-то из этих почек и проклюнется. Вот так держу орхидейку ровненько и засыпаю керамзитиком. Одна готова орхидейка. И теперь вторая. Все то же самое. Также пониже посажу, потому что здесь есть корни. И смотрите, этот листик, он уже начинает желтеть немножко. Этот листик тоже такой в гармошечку. Поэтому эти листики тоже очень быстро орхидея заберет из этих листиков все, что ей нужно. Также пониже посажу. Ну, собственно говоря, и все. Сейчас посажу и потом вам их покажу обе. Здесь получилось немножко повыше, чем там, но все равно есть возможность потом убрать эти листики и досыпать керамзит еще. Здесь хотелось, чтобы вот этот корешок, вон он, видите, маленький-маленький, там только начинает расти. Хотелось, чтобы рядом с ним была керамзитинка, он к ней прям потянется. Не вот такая большая, а поменьше. О, вот так вот отлично получилось все. Ну что ж, вот так две наших реанимашки. Вот такие две реанимашки уже переходят совершенно в другой разряд. Теперь они у нас уже взрослые растения. Ну, надеюсь, что будут взрослые растения. Вернее, даже не надеюсь, уверена, что это наши хорошие уже растения. Сажала я их во влажный керамзит. У одной корни были сухие, это у каменной розы. У каоды корни были влажные. Поэтому в любом случае я их буду поливать теперь тогда, когда просохнут корни. То есть ухаживаю я всегда одинаково. Смотрю только на корешки орхидей. И никак по-другому. Полив у меня замачиванием. То есть я наливаю воду, потом поднимаю растяжку и сливаю водичку. Вот у нас видно в горшочке корешки. Так что здесь будем ориентироваться по этим корням. Видите, они влажные. А здесь, наверное, у нас и корешков-то не будет видно, потому что они вот так все в разные стороны получились. Ну, посмотрим, вдруг что-нибудь... Вот еле заметно есть корешок. Ну, вот больше ничего и не видно в горшке. Но я думаю, что вот эти корни, с которыми мы ее посадили, они очень быстро начнут тянуться к краю горшка. Поэтому очень скоро мы их увидим. Хотите узнать продолжение истории? Подписывайтесь на канал. И, наверное, в субботу-воскресенье я вам еще объясню, будет такое видео, техническое, опять техническое видео, я, наверное, вам объясню, как пользоваться смартфоном. Может быть, это не всем будет интересно, потому что молодежь, она всегда продвинутая. А вот люди постарше не знают, как зайти на канал. И я столкнулась с тем, что мне написали. Я буквально 3 дня назад смотрела ваше видео. Это было новое видео. Я знаю, о каком видео идет речь. А теперь не могу его найти. И я вам просто расскажу, как же воспользоваться смартфоном, зайти на YouTube, подписаться и видеть все мои видео. Потому что видео очень много, а вы в них теряетесь. Как посмотреть подсказку, чтобы было удобно. Ну, в общем, там 5-10 минут технической информации. Думаю, что для вас она будет полезная. Так что увидимся на канале.